Дом – это крепость, в которой каждый хочет чувствовать себя в безопасности. Поэтому я собрал самые бескомпромиссные решения, которые помогут вам уберечь свое имущество и наказать тех, кого вы к себе не звали. От невероятных охранных роботов до автоматической турели, которая может сделать сито из преступников. А в конце будет крошечный летающий дрон, который умеет следить за вашим домом внутри и снаружи, контролируя все происходящее. YOLO by Vivian Müller. Смотрите, какая прелесть. Эта маленькая сова может занять свое место на ровной поверхности в комнате вашего ребенка или быть установленной на входной стене снаружи дома. Она подключается к Wi-Fi и по первому вашему запросу отправляет фото и видео прямо на телефон. Это дает возможность следить за происходящим в доме, когда вы отсутствуете. Проект YOLO на краудфандинговой платформе смог привлечь более $500 000 и сейчас запущен в серийное производство. Понятно, что множество устройств обладают схожим охранным функционалом, но у этой совы есть свои уникальные особенности. Она полноценно контактирует с жителями дома, который охраняет. YOLO реагирует на различные события, мигает, когда вы делаете снимок, двигает глазами, следя за вашими движениями, прищуривается, когда кто-то смотрит онлайн-видео. Сова полузакрывает веки, будто засыпает, когда батарея разряжается. Камера общается с пользователем с помощью языка глаз, ведь он является одним из самых эффективных инструментов невербальной коммуникации, как говорится в описании проекта. На экранах нет никаких логотипов или символов, но вы сразу понимаете, что имеете в виду YOLO. А самое главное, что такая камера будет принята злоумышленниками за забавную игрушку, хотя малышка успеет сделать свое дело, отправив вам сигнал и запечатлев лица преступников. Трал-патруль. Но если вы хотите более суровую охранную систему, то держите. Робот-охранник под названием Трал-патруль предназначен для надзора за территорией на протяжении 24 часов вместо живых охранников. Он осуществляет контроль маршрутов и передает беспроводные изображения с установленных камер. Работа роботов-охранников осуществляется автономно, без необходимости вмешательства оператора. Как в фильмах, когда они обнаруживают посторонних на территории, робот отправляет сигнал оператору на пульт. Например, такая технология уже применялась в России на Олимпийской стройке. Уникальность конструкции робота-охранника обусловлена его визуальной ориентацией. При движении по заданному маршруту он избегает препятствий на своем пути, избегает столкновений с людьми и самостоятельно принимает решения об изменении маршрута. Интересный факт состоит в том, что робот-охранник обучается, начиная с первого дня работы. Пока двигается по маршруту, он запоминает его, фиксирует изменения и опорные точки, которые меняются не так часто. Например, ремонт дорог, временные изменения в окружении и так далее. Это позволяет роботу запоминать старые ориентиры и находить новые. Также опытный робот-охранник делится своим опытом с новичком, копируя свою базу данных на базу нового робота для обмена знаниями и опытом. Идеально же! Камера-лампа XMI. А эта технология доступна каждому. Ведь стоит камера-лампа XMI буквально 1000 рублей. Записывая кадры с высоты птичьего полета, вы можете использовать эту мини-шпионскую камеру для охраны своего дома. Запись даст вам 360-градусный обзор с разрешением 4К. Вы также можете вставить SD-карту для хранения отснятого материала, если боитесь за стабильность беспроводного соединения. Камера-лампа может сама поворачиваться, следить за интересным вам объектом и отправлять уведомления на мобильное устройство. Благодаря цоколю И-27 это абсолютно универсальное решение, которое подойдет для тех, кто не хочет заморачиваться с установкой или привлекать к камере много внимания. Фактически скрытый монтаж и возможность следить за безопасностью своего дома. Но иногда эти лампы используют в квартирах посуточно и номерах отелей. Поэтому смотрите вверх и будьте аккуратны. Альфа G107. Но пора поговорить и про самые популярные охранные комплексы, которые используются для обычных домов. Например, Альфа G107. В комплект этой системы входит центральный блок, по одному датчику движения и открытия окна или двери, сирена, пульт дистанционного управления. Покупатель может дополнить базовый комплект несколькими сенсорами для обнаружения утечки природного газа, дыма, а также для мониторинга движения и открытия дверей и окон. Центральный блок имеет небольшие размеры, оборудован цветным сенсорным дисплеем, встроенным микрофоном и динамиком. Он даже позволяет записывать голосовые сообщения продолжительностью до 20 секунд и прослушивать текущую обстановку в защищаемом помещении. С помощью базовых приложений для умного дома на смартфоне пользователь может управлять оборудованием удаленно, включать и выключать защиту помещения, настраивать и управлять дополнительным оборудованием. Future Sentry FS53.
Компания Future Sentry из Майами представила на рынок инновационное решение – робота, созданного для замены живых охранников, особенно в задачах охраны периметра. Актуальная модель представляет собой роботизированную турель, оснащенную камерой видеонаблюдения и мощным светодиодным прожектором. Но нет, она не стреляет. Это устройство обладает разнообразными физическими и логическими интерфейсами, что позволяет его интегрировать с другими системами охранной безопасности. Простой и эффективный способ установки – подключение турели к пассивным инфракрасным датчикам, для которых предусмотрено 15 входов. Работа устройства запрограммирована таким образом, что по сигналам от датчиков оно определяет направление потенциальной угрозы. Турель автоматически наводится на цель, и массив светодиодов освещает приближающегося человека ярким лучом света, имитируя поведение живого охранника. Жаль, что только матом не орёт. Направление луча регулируется в двух плоскостях, обеспечивая независимость углов наклона камеры и светового потока. Производитель утверждает, что работа этого устройства заставляет преступников полагать, что охраной занимается живой человек. Это может сдержать их от вступления в конфронтацию с объектом, где присутствует, возможно, вооруженный охранник. К устройству можно подключить аналоговую или сетевую камеру видеонаблюдения. Как утверждают производители, эффективная дистанция сдерживания этого устройства превышает 150 метров. 4G IP-камера InkMega. Камера InkMega – универсальный способ, чтобы обезопасить свой дом даже при отсутствии стабильного электроснабжения. Эта камера оборудована качественной 3-мегапиксельной камерой, защитой от воды высокого стандарта и мощной инфракрасной подсветкой. Это позволяет использовать ее в абсолютно любых погодных условиях, монтируя на стены вашего дома. Но самое важное – камера оснащена своей собственной батареей, которая запитывается от солнечной панели, делая ее абсолютно автономной. Вы спросите, но как ей управлять и что делать, если нет подключения к электросети? Ведь обычному Wi-Fi тоже нужна розетка. Но китайцы и этот момент продумали, сделав в камере полноценный 4G-модуль, позволяющий отправлять уведомления о проникновении на объект и вести полноценную онлайн-трансляцию. Даже в случае плохого сигнала камера имеет в своем запасе накопительную флешку, чтобы точно сохранить запись происходящего. Ajax. Система безопасности Ajax – это профессиональное устройство, обеспечивающее защиту от ограблений, пожаров и затоплений. Основные компоненты данной системы работают без проводов по специальному протоколу Jeweler, имея дальность связи до 2000 метров без преград. Устройства работают на обычных батарейках и имеют длительный срок службы – от 2 до 7 лет. Помимо основных функций безопасности, Ajax может быть использован для управления бытовой техникой с приобретением дополнительных реле и интеграцией в уже имеющуюся систему видеонаблюдения, если камеры поддерживают протокол RTSP. Одной из ключевых особенностей Ajax является объединение характеристик двух сфер – профессиональных сигнализационных систем и умного дома. Она обладает высокой степенью надежности. Тут есть двойная связь с сервером, резервное питание хаба, защита от подавления и подделки сигналов, двусторонняя связь и даже шифрование данных. Систему можно и соединить с пультом охраны в какой-нибудь компании, чтобы чувствовать себя максимально безопасно. Но если вы думаете, что все охранные системы умеют только снимать видео и пугать преступников, то вы сильно заблуждаетесь. Турель Прометей. Встречайте, проект Прометей. Идея использования военных технологий, таких как военные роботы, в целях охраны и безопасности, вызывает интерес и обсуждение уже на протяжении нескольких десятилетий. Однако большинство современных охранных роботов не представляют физической угрозы для нарушителей, а скорее используются для обнаружения и оповещения, включая в работу людей для принятия решений по пресечению нарушений. Однако инженеры НПО «Электромашина», входящего в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех», приняли решение использовать наработки военной техники для создания роботизированной системы охраны периметра с внедрением огнестрельного оружия под названием «Прометей». Эта система, базирующаяся на модификации боевого модуля «Охотник», является полностью российской разработкой и ушла в серийное производство с 2021 года. Прометей состоит из до 16 дистанционно управляемых боевых модулей с крупнокалиберными пулеметами, предназначенных для охраны обширных территорий, где расстояние между оператором и модулем достигает до 10 километров. Оператор в случае необходимости может переключаться между модулями. При обнаружении нарушителя робот-охранник сначала предупреждает, а затем может использовать оружие. PS-Link DB09. Ну, помечтали, а теперь давайте поговорим про гражданские системы охраны.
Например, умные домофоны, которые сейчас просто напичкали крутыми функциями. Возьмем народную модель PS-Link. Это видеодомофон, оснащенный встроенным модулем Wi-Fi, что делает его зависимым от наличия интернет-соединения пользователя. В случае отсутствия проводной связи он может быть подключен к мобильной сети через приложение Tuya, так как поддерживает такое соединение. Также устройство имеет возможность сохранения видеозаписи на карту памяти емкостью до 32 ГБ в формате SD. Запись видео не осуществляется непрерывно, а активизируется при срабатывании датчика движения. Функциональность этой модели видеодомофона позволяет организовать небольшую систему видеонаблюдения. При помощи монитора можно подключить до 2 аналоговых камер, включая камеры с микрофонами. Такое устройство отлично подходит для бытового использования в домах, квартирах и небольших офисах. А уж сколько забавного можно записать в подъездах. Особенно оно удобно для пользователей пожилого возраста, так как на большом экране монитора легко увидеть лицо посетителя, а не открывать мошенникам, которые представляются различными проверяющими органами. Sunflower Home Awareness System. А вот еще одна инновационная система охраны, где безопасность обеспечивается не с земли, а с воздуха. Sunflower Labs предлагает инновационный подход, отходя от традиционных камер наблюдения и представляя автономный дрон, который самостоятельно патрулирует территорию для обеспечения безопасности, работая независимо от владельца дома. Sunflower Home Awareness System — это первая автономная система, созданная специально для отслеживания безопасности в жилых помещениях. Она включает в себя дрон, который взлетает со специальной док-станции и контролирует территорию, сотрудничая с наземными датчиками движения и вибрации, названными подсолнухами. Эти датчики способны отличать людей, животных и транспортные средства, передавая информацию в режиме реального времени. Помимо этого, датчики также выполняют функцию светильников. Когда система замечает вторжение на территорию, беспилотник взлетает и начинает отслеживать ситуацию, передавая данные на смартфон владельца. Дрон хранится в специальном водонепроницаемом кейсе, который также служит зарядной станцией. Владелец может запускать его вручную в любое время, чтобы узнать, что происходит вокруг его дома. Однако единственным недостатком этой системы является ее высокая цена. Стоимость Sunflower Home Awareness System составляет почти $1 миллион рублей. K5 Autonomous Data Machine. Компания Knightscope разработала нового робота-охранника, чьей основной задачей является помощь полиции в предотвращении преступлений. Да, это настоящий робокоп. Новинка K5 Autonomous Data Machine весит примерно 136 килограммов. Он оснащен несколькими видами HD-камер – ночного видения, панорамной и термальной, а также радаром, ультразвуковым сенсором и парой микрофонов. K5 способен легко распознавать лица и номера машин. Одной полностью заряженной батареи хватит на сутки беспрерывного патрулирования. Робот находится постоянно на связи с полицейским отделением, что позволяет ему моментально передавать информацию о происходящих нарушениях. Сейчас этого помощника активно используют на различных людных мероприятиях, вроде выставок или конференций. Он помогает следить за порядком и заранее выявлять подозрительные личности. Ring Always Home Cam. Камера видеонаблюдения для дома часто ассоциируется с коробкой на стене, которая снимает фактически в одном положении, а вы можете лишь контролировать увеличение разрешения изображения и угол слежения. Однако компания Ring, известный производитель систем домашней безопасности, представила свою новинку – Ring Always Home Cam. Дрон способен автоматически патрулировать жилое помещение по заранее заданным маршрутам, но управление в реальном времени недоступно из соображений безопасности. Ring Always Home Cam позиционируется не только как система видеонаблюдения, но и как удобное средство для того, чтобы следить за домашними питомцами или проверять состояние различных устройств, например, выключенных розеток. Управление очень простое. Вы все контролируете через приложение в телефоне, выставляя ограничения на полет и задавая время, когда этот летун будет проверять веренную ему территорию. Morbot Scout. Роботизированный сторож Morbot Scout, разработанный компанией Morbot Technologies, представляет доступ к высочайшему уровню личной безопасности, доступной практически каждому. Внешне Scout напоминает небольшой игрушечный вездеход, однако за скрытой неуклюжестью скрывается поразительная мобильность и проходимость. Каждое колесо Scout состоит из набора независимых наклонных катков, что позволяет роботу двигаться в разных направлениях – вперед, назад, боком, без необходимости полного поворота корпуса. Использование Scout начинается с управления через приложение для iOS или Android, где пользователь записывает маршрут патрулирования.
После этого робот самостоятельно следует по заданному маршруту, регулярно осматривая помещение. Подключенный к домашней Wi-Fi сети, Scout позволяет пользователям в реальном времени просматривать видео с камеры ночного видения разрешением 1080p. Во время отсутствия пользователь может проверить состояние дома, а также в любой момент взять робота под дистанционный контроль, например, проверив отсутствие протечек в ванной комнате. Scout также оснащен детектором движения и микрофоном, позволяя ему автономно выявлять аномальные движения и звуки. Робот обнаруживает препятствия, отличает людей от животных и, услышав шум, способен различить причину, будь то вторжение человека или животного. Все видеозаписи сохраняются в облаке, а уведомления немедленно приходят на телефон владельца. Робот оснащен аккумулятором емкостью 2000 мАч, который заряжается примерно за 3 часа и обеспечивает 2,5 часа патрулирования. Когда заряд убывает, робот автоматически возвращается на стыковочную станцию для зарядки. И стоимость этого чуда всего 20 тысяч рублей. Как вы можете понять, сейчас столько различных систем безопасности, что каждый сможет выбрать под свои задачи и кошелек. От банального цифрового дверного глазка до собственного летающего дрона, патрулирующего ваш дом. Спасибо за просмотр.